Всем здравствуйте, дамы и господа! На связи, как всегда, Builder World Dio. Сегодня мы с вами сделаем вот такого вот прекраснейшего поросенка. Вы можете его добавить в свою коллекцию животных, которые вы делали из оригами, из обычных листов. Только лишь с листами А4, больше вам ничего не надо. То есть вы можете сделать вместе с ребенком вот такого вот поросенка. Он может у вас стоять там на полке, еще где-то. В общем, он делается совершенно элементарно, понятен каждому, поэтому вы сможете повторить его и сделать точно такого же. Вы сможете его сделать как с детьми, так и ребенок его может сделать отдельно, с бабушками, с дедушками, неважно. Вот, поэтому подпишитесь, пожалуйста, на канал. И ваша только поддержка, от вашей поддержки зависит, насколько быстро выходят видеоролики, насколько часто они выходят. А также можете в комментариях написать, что сделать в следующем видеоролике. Я обязательно прислушаюсь, я читаю комментарии и сделаю то, что вы пожелаете. Ну а сегодня мы начинаем делать с вами вот такого вот прекраснейшего поросенка. Всем удачи, мы начинаем. Ну что ж, давайте с вами уже скорее приступать к изготовлению нашей свиньюшки. Во-первых, давайте посмотрим, есть ли у нас розовый цвет. Но вообще в альбоме он есть. Вот как раз такой нам и понадобится сегодня. Вот он, конечно, немного отсвечивает, но он такой у нас розоватый. Это такой розоватый. Это такой... Вот это прям розовый уже конкретно тут идет. Посмотрим, что у нас тут еще есть по цветам. Желтый, оранжевый. Ну, в общем, скорее всего, такого вот розоватый нам и нужен будет. А тут у нас синий. В общем, тоже берем. Вот такой вот цвет. Ну, такой розоватый. Так что, я думаю, он неплохо нам подойдет. Сегодня также нам еще понадобится наша линеечка любимая. Понадобится ножницы, клей и фломастер. Пока что все лишнее отодвинем. Первым делом, как всегда, отрываем вот эту вот штучку. Она отрывается очень легко. Вот таким вот просто движением, придерживая линеечку, чтобы ничего не съехало, не оторвало на нашем листе. Вот такими вот движениями все это мы отрываем. Это можно отодвинуть. У нас получается с вами вот такая вот штучка. Ну, смотрите, что нам нужно будет. Нам нужно еще будет 20 сантиметров на 10 сантиметров взять, этот листок отрезать. Для этого нам понадобится фломастер. Вот, 20 у нас вот так вот. 20, вот, 20. И 10 вот так вот вниз. Поэтому мы сейчас с вами отметим. Давайте вот так вот 20. И 10 вниз. 10 у нас вниз. Вот таким вот образом. Тут тоже 10 вниз. А если, чтобы хотите получить максимальный эффект, то есть, смотрите, отмеряете вот здесь вот 7,5, да? И теперь отмеряйте вот здесь тоже 7,5. Примерно на уровне, да? 7,5. Это вот эта точка. И теперь отмеряете вот здесь вот 10 сантиметров. 10 и 7,5. А я прям угадал, прям ровно в точку попал. Теперь это все дело нам надо соединить. Для этого, конечно же, лучше взять карандаш обычный, если у вас есть. Но у меня, к сожалению, карандаша нет, поэтому я буду вам все показывать на примере фломастера. То есть, смотрите. Вам, конечно, с карандашом полегче. Я возьму за границей, чтобы... Вот таким вот образом делаю насечки. Вот. Здесь у нас линия, здесь у нас линия. Вот так вот держим и ведем. Делаем отсечки. Вот таким вот образом. И теперь все это мы с вами отрезаем.
так вот. И с другой стороны то же самое. Так, не вижу точку. Вижу. Получается у нас с вами вот такая вот пластинка. 20 на 10 сантиметров. Все лишнее убираем и получаем с вами вот такую вот картину. Вот. Так, ладненько. Далее мы с вами это дело все складываем. Соответственно, первым делом мы складываем вот так вот напополам. То есть смотрим, чтобы у нас, как всегда, сошлись тут углы. Вот так вот, да, тут угол сошелся, допустим, его прижали. Тут тоже вот. Смотрим, чтобы сошелся. Все, прижали. Углы сошлись. И делаем с вами вот таким вот образом. Далее это все дело проглаживаем. Вот так вот раз. Вот так вот два. И все это можно уже раскрыть. Далее складываем к середине. То есть смотрим, у нас линия тут серединная, да? Тут тоже смотрим, чтобы все сошлось, и опять же приминаем. Здесь все сошлось, соответственно, то же самое делаем и тут. Так, сейчас, секунду, здесь у меня немного не сходится. Ну, вот таким вот образом это все легко поправляется. Разглаживаем все это дело. Разворачиваем сам листок. Складываем его напополам. Вот таким вот образом. Сложили, да? Далее раскладываем его и складываем это все дело теперь к середине. То есть вот так вот. То же самое делаем с вами с другой стороны, складываем также к середине. Чтобы у нас все сходилось. Вот, обязательно все это дело мы с вами приминаем, ну, как всегда, по традиции, нашей прекраснейшей линеечкой. Далее мы это все дело разворачиваем и складываем вот так вот вовнутрь. Левый угол сначала берем, да, допустим, вот берем левый угол, просто вовнутрь его складываем, чтобы сошелся верхний угол и, соответственно, нижний угол. Примерно вот так вот. Если верхний и нижний сходятся, то у вас сходится и вот эта вот нижняя тоже часть. Тоже можно промять все это дело вот таким вот образом. Промяли, да? Далее мы это все дело разворачиваем и складываем вот таким вот образом наверх. То есть тоже смотрим, чтобы снизу вот здесь у нас все сходилось, сошлось, да, здесь у нас тоже все сходится. И приминаем. Вот таким вот образом. То же самое проделаем с вами и с другой стороны. Развернули. Проделаем то же самое с другой стороны. Складываем.
Вот можете вот так вот, видите, да, нижний угол зафиксировали. Смотрите здесь по нижнему углу, как у вас идет, и все. И вот просто пальцами вот таким вот образом заминаете лист. И у вас получится идеально ровно. Вот посмотрите. Стык получился идеально ровный. Ну и вот так вот в конце можете примять. Для надежности, так сказать. Далее мы с вами бахаем наверх. Вот таким вот образом. Так, чтобы было виднее мне. То есть, смотрите, угол поймали, да? И просто вот пальцами. Раз, раз, раз. И все получается у нас чики-брак. Далее все это мы с вами дело разворачиваем и складываем вот эту часть. Середину. И нам нужно сложить вот таким вот образом. Вот этой линии. То есть, смотрите, еще раз показываю, максимально внимательно смотрите. Вот эту на середину, да, вы взяли, вот она на середину. Нам вот эту сторону нужно сложить к вот этой половине, которую мы согнули. То есть, вот таким вот образом. После этого вы уже можете приминать. То есть, вот, когда вы убедились, что у вас тут все сходится, все, тогда можете уже примять. Так, теперь наша задача, смотрите, берем вот этот уголок и как бы его вовнутрь. И с этой стороны мы делаем то же самое. Вот эти два угла у нас, которые идут, нам их нужно завернуть вот сюда вот вовнутрь. Вот этот угол завернуть сюда. Вот таким вот образом. Чтобы у нас тут тоже все сошлось по углам. Смотрим ровно, ровно. Смотрим тут у нас что. Ровно, ровно. И теперь выпрямляем все остальное. И у нас получается с вами вот такая вот картина уже. Соответственно, вот здесь вот выпрямляем. Вот здесь вот выпрямляем. Все, мы выпрямили. Получается у нас с вами вот такая вот как бы повозка. И теперь мы это все дело вот так вот аккуратненько складываем. То есть, смотрите, вот здесь тоже самое главное. Вот так вот аккуратно сложить. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом, когда вы сложили, вы можете уже промять. Получается у нас вот такая вот тема. Так, далее. Можете вот посмотреть, как у меня это все выглядит. Примерно вот так вот. Далее начинается самое интересное. Мы с вами уже оближимся, я думаю, к завершению. Ну, все же нам придется попотеть. Складываем вот эту сторону вот таким вот образом. У нас получается такая вот деталь, да, с вами. Вот, далее мы это все дело с вами промяли и развернули. Видите, да, вот тут все углы, короче, как у нас все это выстроено. Берем вот этот угол, складываем к середине. Вот середину находим, точку, смотрим, чтобы у нас два угла этих сошлись, проминаем, все четко у нас тогда получается. Следующий угол. То же самое делаем к середине и смотрим, чтобы сходился верхний угол. Все сходится. Все пока что четко у нас происходит, все идеально. Далее берем вот этот угол. Сейчас покажу вам, каким образом нам это надо сделать будет. Смотрите, вот, да, загиб, да, серединой. Вот так вот это все загибаем. Оно как бы само загибается. То же самое тут, вот видите, вот оно само как бы загибается. И наша задача сложить вот таким вот образом, как бы. Вот так вот, раз, и все. Еще раз показываю, как это все у вас происходит. Вот. Вы просто как бы вот в таком положении у вас лежит. Вы складываете вот так вот, и все. Вот эту часть вы можете примять, чтобы она у вас была более плоской. В будущем ее можно будет склеить. Как бы тут никаких проблем нет. Поэтому вот самое главное, чтобы у вас вот такая вот штучка получилась. Далее, ну, мы ее с вами потом уже склеим.
Но на данный момент, на данном этапе нам нужна вот такая штучка. И мы с вами делаем вот такой вот загиб. Значит, смотрите, вот такой вот мы загиб сейчас с вами произведем, но при этом, видите, вот здесь у нас такой как бы получается нахлёст в некоторых местах. Мы его можем вот так вот внутрь запихать, как бы вот так чуть плотно сделать, и у нас не будет такого как бы нахлёста. Поэтому вот такая вот у нас тема получается, когда мы сгибаем. Как бы уже видно, что вырисовывается наша свинюшка. Вот, поэтому пока что у нас вот такая вот тема получается. Ладненько. Далее, то, что нам нужно сделать. Давайте-ка я вам, скорее всего, это все дело приближу, чтобы вам было уже понятнее, что куда делать. Так, одну секунду. Вот так вот мы с вами делаем, чтобы вы понимали, как мы это и что куда нам надо засунуть. Значит, смотрите. Вот этот край мы загибаем наверх. Вот таким вот образом. Загнули, да? Разогнули. И нам его нужно сложить внутрь. Внутрь его согнуть. То есть все, что мы согнули с вами, вот таким вот образом мы с вами сгибаем внутрь. Вот. То есть у вас вот он. Вот так было. Согнули один раз. Получился изгиб. И теперь эту всю тему мы с вами вот так вот внутрь раз и закрыли. Все, больше вам тут ничего не надо. То же самое, сейчас одну секунду, мы проделаем с другой стороны. Так, проделаем с вами то же самое и с другой стороны. Вот. Разворачиваем, то есть нашу свинюшку. Не знаете, что мы с вами сделаем? Мы можем вот так вот раз в другую сторону согнуть, во-первых, одну из этих штучек, и вот так вот наверх ее закинуть. Самое главное тут запомнить, как это все делать. То же самое просто нам придется сейчас проделать и с другой стороны. Мы это разворачиваем. Ну, я просто решил сразу сделать. Первое действие — это мы сгибаем все это дело. Потом мы это все разгибаем, сворачиваем внутрь. То есть вот эту всю тему мы с вами загибаем внутрь. Вот таким вот образом, да, у нас получается. И одну из вот этих штучек мы с вами вот сюда, во-первых, заворачиваем. И потом по вот этой линии вот так вот вверх. То есть у нас уже, видите, вырисовывается то, что нам нужно. Вот таким вот образом вверх мы это все с вами делаем. И вот здесь у нас наступает самый, наверное, такой сложный вопрос, самый творческий вопрос. Вот это у нас получается как бы носик. Как его делать, решать только вам. Во-первых, нам нужно его согнуть в бок. Да? Вот мы его согнули. Как у меня это показано на видео, я показываю максимально вам близко. Потом нам нужно сделать вот с таким вот небольшим нахлестиком. То есть вот так вот сделать. Да? Вот такой вот типа небольшой нахлестик, и его вот так просто в сторону. Но далее это все дело распрямить. Распрямляем. И эту всю тему нам нужно будет спрятать вовнутрь. Не всю, конечно, но вот эту часть. И у нас должно получиться... Нет, не так. Не так, у меня немного вовнутрь получилось сделать. Сейчас я вам покажу, как конкретно нужно запихнуть. Вот так вот, да, запихнули. Вот такая получилась тема. Но оттуда нам нужно выпихнуть еще. Это, конечно, очень сложно. Смотрите, сначала заворачиваем внутрь. И оттуда, изнутри, нам нужно вот этот кусочек небольшой вот таким вот образом сделать. Вот. И у нас как бы получается вот этот небольшой пятачок. Вот. Его можно оставить и таким образом. Плюс можно этот же пятачок, во-первых, вот чуть-чуть вытащить можно. Вот таким. Тут, конечно, мы сейчас уже на максимум вытащим. Вот так вот опять же подсогнуть. И эту тему, если вы сможете, какими-нибудь ножницами и так далее, запихнуть ее опять же вовнутрь. У нас все внутри, все вовнутрь заворачивается. То есть эту тему попробуем сейчас завернуть с вами вовнутрь. Вот так вот и здесь вам видно. И вот так вот мы ее вовнутрь запихиваем. И вот такой у нас получается как бы
с вами носик. Вот так вот у вас должно получиться. Это как бы у нас пятачок его. Вот, ну это в принципе у вас произвольно, вы можете делать его как хотите. Осталось нам-то в принципе ничего. Добавить объема. Вот такая вот тема. Раз, два. Во-первых, чтобы голова у нас лучше крутилась, делаем вот таким вот образом. Значит, смотрите, вот так вот видите, да? Угол, допустим. Здесь делаем угол прямой. Не прямой, а вот так вот. Вот в бок просто. И то же самое переворачиваем в другую сторону. Делаем тут. Делаем загиб сюда. Загиб сюда. Все, у нас как бы получается уже такая как бы шея сформировавшаяся, что ли, у пятачка. Вот таким вот образом. Вот. Поэтому дальше мы с вами будем задавать уже объем. Ну, во-первых, мы сейчас с вами будем склеивать тут уши и так далее, но это чуть позже. Сначала давайте зададим ему объем. Так-то вот свинка уже неплохая у нас получилась, я считаю. Вот. Можно сделать любую корректировку шеи вот так вот, да. Вот примерно вот в таком, под таким углом нам нужна эта шея. Так. Далее мы с вами делаем, что правильно, ноги. У нас получается тут есть разветвление. Заднее копытце у нас одно, видите, да? Поэтому нам нужно будет его сейчас порезать. Вот, это сделаем мы с вами вот каким образом. Давай сначала сделаем вот так вот. Тут как бы согнем и выпрямим. Вот таким вот образом. Тем самым сделаю такой хвост ему. Вот так, то есть сгибаем, тут держим, а тут сгибаем. А тут можно сделать, задать уже объем ему. Задать объем нашей свинюшки. То есть как бы вот так вот держа, аккуратно, давящими движениями задать объем. Да, понимаю, бумага жесткая, но вот такими вот движения пошли. Задать объем, потому что нам нужен объем нашей вот таким вот образом. Так, теперь нам нужно, значит, смотрите, берем, отрезаем вот здесь вот небольшую часть, чтобы у нас ноги были раздельные, то есть где-то примерно, наверное, до половины отрезаем. Можете, конечно, и до конца резнуть, кому как нравится, но я предпочту, наверное, где-то вот так порезать, вот таким вот образом. И вот эту часть мы с вами сейчас вырежем. То есть, смотрите, вот здесь вот какие-то штучки, да, могут. Вот это вы можете просто все поотрезать. И вот здесь мне тоже не нравится вот эта штучка. Поэтому я ее тоже отрезаю. Так, дальше. У нас уже вот такой вот объем задался. Можно задать объем вот так вот изнутри. Здесь можно задать объем. И у нас получается с вами уже вот такой вот рисунок вырисовывается. Но нам нужно доделать сами копытца. То есть вот таким вот образом. Сгибаем, то есть раз. Сгибаем два. Тут у нас спереди тоже такая волна как бы должна идти. Вот так вот 3. Тут у нас 4. Вот. Ухи вот так вот можно уже распрямить немножко. Шею можно тоже распрямить немножко. И у нас с вами получается вот такая вот свинюшка. Как мы по традиции любим рисовать всем глаза. Ну, вы видите, вот здесь вот объем, конечно, у нас немного сзади не задался, поэтому можете сделать еще вот такие вот движения. То есть спереди, наоборот, прижимать, сзади, но она у нас спокойно стоит, поэтому получается вот такая вот с вами свинюшка. Далее мы с вами нарисуем ей глаза. Это будет примерно, наверное, вот здесь вот. Вот таким вот образом. Здесь мы тоже с вами нарисуем глаза.
Здесь тоже поуже надо сделать. Вот, четко. И получается у нее тут пятачок. Ну, можно здесь вот такую полоску провести, как бы. Незначительную. Незначительную полоску можно провести. Так, давайте-ка я сделаю вот так вот. Вернусь в исходное положение. Сейчас мы с вами уже будем клеить. Можно это все дело еще раз примять. Ну, конечно, у нас получилось вот здесь вот немного замято, как вы видите, но это, я думаю, ничего страшного. Плюс можно вот здесь вот подрезать. Сейчас я вам покажу. Вот эту штучку отрезать. То у нас какой-то барбек висящий получился. Но мы его можем вот так вот спокойно отрезать. Вот. И уже получается вот такая вот картина у нас вырисовывается, как вы можете видеть. Дальше нам фактически осталось склеить вот здесь вот голову, чтобы она у нас не расходилась. Берем для этого обычный клей. И вот здесь вот мы с вами все это дело склеиваем. Вот таким вот образом. И это все прижимаем. Уши можно вот так вот в разные стороны сделать уже. Так, и у нас получается вот такая вот с вами шея. Она у нас должна вот так, что ли, быть. Ну, в общем, это не особо важно. Почему-то у нас тут клей откуда-то взялся. Вот. Получается у нас с вами вот такая вот прикольная свинюшка. То есть хвостик, да, можете еще раз вот так вот сделать. Раз. И единственное, можете еще сделать, если у вас есть обычный клей, вот эти части склеить, чтобы она не разъезжалась у вас, а спокойно стояла. Но у меня она сейчас стоит, поэтому я ничего менять в ней не буду. Вот такая вот у нас свинюшка с вами сегодня получилась, довольно-таки прикольная. Она может спокойно ходить, прыгать, бегать. Вот, и, допустим, что-то еще выполнять, какие-то функции. Может просто стоять у вас вот так вот на полке. Единственное, чтобы глаза не закрывались, вот так вот можно, да, уши в разные стороны сделать. Чуть вперед подать, конечно, но в основном они в них просто по сторонам вот так вот висят. Вот так даже можете подсогнуть чуть. Вот таким вот образом, да. И у нас получается с вами вот такая вот свинюшка. Можно единственное еще сделать вот здесь вот клеем намазать. Давайте вот здесь вот тоже подмажем эту всю тему. Так, и прижимаем. Прижимаем, ждем. Далее то же самое разворачиваем, делаем с другой стороны. Здесь намазываем. Вот таким вот образом. И делаем то же самое. Но при этом не забываем про объем. То есть нам нужен объем, поэтому мы делаем вот так вот пальцами объем. И еще склеиваем, поэтому да. Вот она у нас уже более такая устойчивая стоит. Зададим сейчас ей еще разок форму вот здесь вот. Хоп, хоп. Хвостик у нас, конечно, не очень получился. Но его можно вот здесь, во-первых, обрез такой сделать. Вот здесь вот ножницами вырезать. Ну, тут уже, в принципе, все по вашему желанию. Но у нас получается такая вот свинюшка. Нам единственное еще сейчас надо будет сделать вот такие вот штучки тут. Дрючки. Вот так вот можно подсогнуть, на самом деле, даже. Чуть-чуть в конце вот так вот подсогнуть, да. И опять же эту тему всю загнуть внутрь. Вот таким вот образом сгибаем, да, допустим. Все это распрямляем, потом опять. То есть, показываю сейчас, я уменьшу. Сгибаем, да, первым делом, потом разгибаем. Далее, вот таким вот образом пытаемся туда эту тему запихнуть. Вот так.
На самом деле это уже такая более ювелирная работа. Хоп, хоп, и все. У нас получается с вами такой вот как бы копытце. Не просто какая-то штучка-дрючка, а вот так вот мы просто сначала делаем такую тему. Потом вот эту тему мы загибаем, разгибаем. И туда мы ее внутрь засовываем. Небольшую часть. Вот таким вот образом. Вот, то есть вот видите, он у вас уже вот так вот стоит. То же самое проделаем с задними. Хотя задние можно так оставить, потому что прикольно получается. Хотя задние даже легче будет согнуть. Так, давайте задние тоже согнем. И загнем туда вовнутрь. Все, что у нас согнулось. У нас сзади нет отверстия, поэтому можем просто эту тему отрезать. То есть вот так вот выпрямив, да, просто берем и отрезаем. И получается у нас с вами вот такая вот прикольная свинюшка. Вот, но вы обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. На связи был, как всегда, я, Билдер Волдил. Всем удачи, всем пока-пока.